У одуванчика короткий век. Расцвел и вот так собрался в шарик, и ветер его раздует. Вот так, распустившись на солнце и собрав силу солнечных лучей, они просто обязаны дать нам, передать эту энергетику солнца, чтобы мы тоже могли пропитаться солнечной энергией. Здравствуйте, люди добрые! Доброго времени суток! Говорят же, кто рано встает, тому Бог, мне кажется, дает. И мы должны с утра вставать и брать то, что нам Бог дает. Сегодня вот сходила еще раз на охоту и набрала одуванчики. До 1 мая они вот распускаются. И вот их нужно собрать с утра. Вот они какие красивые. Пальцы перепачкала. Запах какой. Пчел всех распугала. Это все пчелы собирают с него нектар. Ну ладно, Бог простит, что пчелок немножко я. А это мне что же надо? Я уже много лет, с 91-го года, у меня подружка была, бабуля, уралка. И вот она мне сказала, вот это средство, одуванчики, их нужно вот собрать, залить водочкой и все. Она как болела онкологией когда, ничего нельзя, никакие водочные растворы, ничего нельзя ни натирать, ни растирать. И у меня за это время, вот то, что я раньше собирала, все осталось. А как я делаю? Вот я беру вот в такую бутылочку. Вот у меня тут даже есть, что парламентом залила. Можно, нельзя показывать парламент, что это водка. Это, ну, видео у нас не для детей. Вот так вот заливала. Вот у меня осталось еще не процеженное. Это без вот этих, без зелененьких. А так вот у меня вот целые соцветия тоже заливала. Вот сюда, если ее набрать, сюда помещается как раз, ну, чекушка парламент. Это. Но я всегда брала хорошую водку. И вот у меня вот процеженная даже вот есть Тенс. Это выставка Буратино. Я выложила все. Это. Ну, а в этот раз сейчас, так как у меня настойки много, я решила высушить. Вот то, что вчера собрала, вот одну партию уже сушить положила. Эту партию тоже высушу, разложу. Сушить надо в тени. Это. Как ее применять? Не дай бог, если ты простыл, не дай бог, взял, натерел, разотер. Мы же в аптеке покупаем настойки. А это сам сделал настойку. То, что не самое... Мне одна знакомая сказала: ой, ты собираешь вот в палисадниках, это ну, типа, не гигиенично, ну, это там это самое, люди, ну, там, типа, дорожная пыль, придорожная пыль. Мы такое едим, все, там неизвестно, кто плевал, кто топтал. А это, я считаю, что водка, она все это продезинфицирует. Потом то, что люди вот это в аптеке делали, собирали, я тоже ну, я представляю себе, в каких масштабах это делается. Это собирается все в одно место, все. Я любила цукаты. Ну, это просто к чаю, потому что сильно сладкое нельзя, цукаты можно. Как посмотрела их производство, все, спасибо, до свидания. Сама вон сушилку взяла, вон, делаю теперь сама и киви-чипсы вообще прелесть. А чернослив это прям сказка. Чернослив какой вкусный получается, свой. Так что теперь у меня узбеки, у которых всегда все покупала, сейчас прохожу. Апа, возьмите это. Ой, я говорю, ой, не, Рахмет, сейчас не надо, все, сама беру. Ну и вот этот одуванчик, настой, вот он, процедить. И это растирать на растирание везде. И
это как не только растирать можно, можно просто приготовить настоечку для дорогих гостей. Это как вкусно. Так что не болейте. И это у нас, ну вот я вот живу где, в Кызылорде, у нас он цветет до 1 мая. После 1 мая уже жара, и уже все, уже его не соберешь. Вот, рекомендую, попробуйте. Это сила солнца, тепло от солнца, чтобы оно нам передалось. У меня выставка у Буратино большая, я много чем занимаюсь. Ну как вот, всякое все. Вот у меня сок алоэ, вот, прополис я настаиваю на спирту. Если будет потом силы, вот сок алоэ с прополисом в пропорциях 1:3. 1 прополис и 3 алоэ. Это вылечивает гайморит. Вот очень вкусная настойка, боярка на водочке. Потом как-то читала, как раз перед болезнью я читала, что вот сердцевина от ядрышек орешек, это водка, если залить, ну, тоже там на сердце по чайной ложке, прямо аж как ядреный коньяк на вид. Но как раз заболела, не употребляла. Сейчас вот КТ пройду, спрошу, ну как типа для сердца, потому что кардиомагнил мне не идет. Не могу я его пить, и мне это самое, это, может, внушение такое, я не знаю. И вот хочу у онколога спросить чайную ложечку водочки, ну, вот этого настойки, вот это, если разрешат, то буду по чайной ложечке пить. Вот. Так что призываю вас беречь свое здоровье и где-то что-то вот приготовить самому. Это я раньше делала, мама покойная, у нее полиартрит был страшный, и вот она все растирала руки, растирала колени свои, это у меня сейчас после вот этих всех химий артроз тоже начинается, но тоже надо спросить, спрошу, можно или нет. Если можно будет, то начну тоже протирать. Спасибо вам большое. Всего доброго. Любите себя.